Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами мы поговорим о магических словах, которые рекомендуем вам использовать по отношению к родным и близким людям. Дело в том, что очень часто близкие родные люди, не понимая нас, могут достаточно сильно обижать. И человек начинает накапливать в себе обиду. А это может приводить к очень нехорошим последствиям. Поэтому обязательно говорите эти слова, и все то, что они отправляли в ваш адрес, говорили осознанно или неосознанно, обязательно вернется в вашу жизнь. Давайте вместе с вами более подробно далее об этом всем поговорим. Вы знаете, в большинстве случаев люди вообще-то берегут отношения, которые есть в их жизни, будь они между ними и второй половинкой, между ними и родителями, между ними и детьми, или же просто между ними и теми, кого считают близкими людьми, с кем работают или просто сталкиваются. Также многие люди не любят конфликтовать, стараются относиться к людям так, как они бы хотели, чтобы относились к ним, но многие люди не ценят хорошие отношения и принимают их как что-то должное, считая, что перед ними слабый человек, и начинают в этот момент проявлять неуважение и вести себя неподобающим образом. А мы, боясь обидеть данного человека, принимаем это как должное, что очень негативно сказывается на нашем эмоциональном самочувствии, на энергетическом балансе и на биополе. В такие моменты они способны отбирать светлые энергии, а мы вместо них притягиваем разрушительный негатив в свою жизнь, что окружает нас ненужными энергиями, перекрывая важные энергетические каналы, что мешает хорошим энергиям в дальнейшем поступать и подпитывать в нужный момент. А обида, которая после того, как человек не оценит нашего отношения к нему, постепенно разрушает человека изнутри, а это уже может привести даже к затяжной депрессии и апатии. Поэтому нужно научиться указывать на те моменты, которые вам не нравятся при общении с другими людьми, или же отвечать на то, что вы считаете оскорбительным для себя. Не стоит конфликтовать, но не позволяйте людям использовать вас в своих целях и отбирать у вас ваши положительные энергии, которые вы им отдаете без особых усилий, приняв взамен вот тот негатив, который они отправляют вам. Стоит для того, чтобы начать действовать, осознать то, что если человек обижает вас, не думает о ваших чувствах, не стремится ответить мягче, он не ценит вас, не беспокоится об отношениях, которые существуют между вами. Поэтому и вам при общении с такими людьми стоит больше внимания уделять своему энергетическому фону, своим эмоциям и чувствам, а также прислушиваться к своему энергетическому чувству и поступать в этот момент так, как оно вам подскажет. Не нужно бояться сказать человеку о том, что в этот момент он вас обидел или сделал вам неприятно. Не нужно пытаться объяснить ему это намеками. Нужно говорить прямо, произнося каждое слово по отдельности. Например, «мне было больно» или «мне было неприятно». Такое действие будет более благоприятным для вас обоих. Вы не будете накапливать обиду, а данный человек, задумавшись о том, что вы значите для него, пересмотрит свое отношение к вам. Ну а если не пересмотрит, вам не стоит больше времени и сил тратить на данного человека, так как дальше будет еще хуже. Кроме того, что такое общение будет отбирать у вас хорошие энергии и огорчать вас. Оно ничего вам полезного и положительного не принесет. Мало того, данный человек сможет подставить вас и обидеть в самый неподходящий для вас момент, когда вы абсолютно не будете к этому готовы и будете полагать на него больше надежд, чем стоит на самом деле. Если вы в чем-то также поступили с каким-то человеком неправильно, вспылили, поспешили с выводами, нужно уметь признавать свои ошибки, так как это способно помочь вам сохранить целостность и энергетические отношения, которые есть между вами. Изначально, когда вы будете учиться правильному энергетическому общению, вам может быть трудно признавать свои ошибки, но когда вы научитесь, осознаете важность данного действия, вы увидите, как с легкостью у вас это будет получаться. Обязательно нужно начинать признание сразу, что я осознаю, что была не права. Это такое простое выражение, но оно насколько способно изменить в положительную сторону
и сколько всего исправить. Вы даже себе не представляете. Человек, который умеет признавать свои ошибки, получает особое покровительство от Вселенной, так как он живет по правилам, да, совершает ошибки, но и старается избавляться от них. А когда есть покровительство Вселенной, жизнь становится более легкой и успешной. Нужно научиться также говорить такое простое, но такое энергетически сильное слово, как «нет», так как это слово не только способно указать на то, что вы не хотите делать в данный момент, оно способно и кардинально изменить вашу жизнь. Кажется, очень легко произнести это слово, но вы попробуйте произнести его в той ситуации, когда вы знаете, что от вас ожидают положительный ответ, но вы не желаете делать то, что от вас ждут, так как это противоречит вашим принципам, взглядам или же вы знаете, что согласие в данной ситуации наполнит вашу жизнь нежелательными стрессами. Если на энергетическом уровне вы чувствуете, что вам нужно сказать «нет», значит так и сделайте. Здесь ваша интуиция отрабатывает в данном случае и ведет вас безопасной дорогой, ведя которой вы не подберете нехорошей энергии и не допустите непредвиденные события в свою жизнь, которые неблагоприятно на ней скажутся. Слово «нет» – это также оберег. Например, когда вам отправили проклятие, а вы быстро в этот момент ответили «нет, не принимаю», посыл вернется туда, откуда был отправлен, и не навредит вам. Также вы не обязаны совсем соглашаться. Соглашаясь, вы принимаете все энергии, посылы, которые человек навязывает вам свои действия или мысли в этот момент передает. Поэтому научитесь отстаивать свое мнение. То, что вы считаете важным именно для себя, вы не должны совсем соглашаться. Люди, окружающие вас, должны понимать, что вы имеете свое мнение и цели, что вы не готовы делать то, что вам будут говорить, только для того, чтобы удержать их в своей жизни. Фраза «я с этим никак не согласна» обеспечит вам только искренних людей в вашем окружении, а все те нечистосердечные люди постепенно от вас отдалятся, что откроет перед вами новые перспективы и поступление светлых энергий, так как негативные люди перекрывают их доступ в вашу жизнь. Если вы что-то не можете больше терпеть, что-то начинает омрачать вашу жизнь, вы обязательно должны сказать об этом и перестать позволять людям вести себя с вами так, как им удобно. Все должно быть только в допустимых рамках. Даже если вы один раз смолчали или же сделали то, что не желали, не нужно позволять брать это за правило, иначе вы утратите контроль над своей жизнью. Не стоит позволять своей второй половинке, сотрудникам или же друзьям плохо относиться к вам, подшучивать, посмеиваться, так как каждое такое действие со стороны тех, кто вас окружает, способно причинить вред вашему энергетическому полю, оторвав от него при этом кусочек, а значит и начать притягивать к вам сильный и разрушительный негатив. Но если вы произнесете фразу «хватит с меня», это означает, что с этого момента все начнет меняться, и вам нужно знать, в какую сторону и что вы хотите изменить. Иначе, запустив такой сильный энергетический посыл, который будет показывать, что вы больше не желаете, чтобы все было так, как было ранее, и не продумав, как и что вы хотите получить взамен, вы рискуете остаться без энергии, а значит, сами себя ослабите, и таким вашим состоянием смогут воспользоваться и ваши недоброжелатели. Ваша личная жизнь на то она и личная, что вам нельзя в нее пускать людей со стороны. Вы должны четко ограничивать черту, за которую имеют право переступать люди и за какую они не имеют права совершить даже единого шага. Если к вам будут приставать с советами, расспросами или же навязывать свое мнение, когда вы о нем не спрашиваете, вы должны указать людям на это. Вы должны прямо ответить, что это вас не касается. Или же «я же не просила у вас совет». Ваша личная жизнь, семья должны быть крепостью для окружающих людей, а тогда и недоброжелатели не будут знать, как с легкостью могут причинить вам вред. Вы будете под защитой от них, они не пожелают тратить лишние силы на то, чтобы разбираться с тем, где ваши слабые места. Наши предки передали нам одну мудрую пословицу, которая говорит нам о том, что чем меньше люди, даже те, кого мы считаем на определенном жизненном этапе близкими, знают о нашей жизни, тем удачнее и прекраснее она складывается. И вы знаете, это очень мудрые слова, которые способны сохранить все то, что есть в вашей жизни на своих местах и не позволить завистливым и злым людям внести свои коррективы.
Часто люди считают, что фраза «я этого не знаю» показывает их с нехорошей стороны, показывает, что они не так мудры, каким бы хотелось. Но на самом деле это же не так. Когда человек признает, что он чего-то не знает, он показывает нужным энергиям, событиям, моментам, что готов к ним, что желает продолжать обучаться, что хочет двигаться только вперед и никогда не останавливаться на достигнутом. Соответственно, в жизни человека появляются новые возможности, события и перспективы. А если человек этого не будет делать, будет показывать, что все знает, что ему ничего не нужно, ну значит так и будет. Ничего нового и хорошего в жизнь такого человека не придет. Не стоит забывать и о том, что только умные люди способны признавать, что они знают не все. Глупцы же будут показывать, что им известно все и дальше больше, чем могло быть. Не бойтесь признавать то, что вам бывает страшно. Это может вам сблизиться с людьми, которые вас очень любят. Также вы сможете видеть, кто и как к вам на самом деле относится. Ведь те, кто появляется возле вас в определенные моменты, когда им это выгодно, не придет на помощь тогда, когда вам это будет нужно. Поэтому это поможет вам делать правильные выводы. Ну и, конечно же, ощущать искреннюю поддержку, которая нужна для каждого из нас. Если вам нужно время переосмыслить правильно, например, идете ли вы по жизни, так ли вы используете все энергии, ресурсы, которые посылает вам Вселенная, или все ли действия соответствуют тому, что вы желаете в результате получить, не бойтесь сказать людям, которые находятся в вашем окружении, что в данный момент желаете побыть одни. Они поймут, а вы не спеша сможете привести энергии, которые вас наполняют и окружают к энергетическому балансу. Ведь это очень важно, когда человек находится в состоянии покоя и способен привлекать в свою жизнь все сильные энергии. Нужно ему в определенный момент, так как благодаря такому жизнь данного человека способна наполниться изобилием, и он не будет ни в чем нуждаться, а значит всегда будет испытывать радость и счастье, приумножая хорошие энергии, которые поступают в жизнь, ведь мы притягиваем только то, что мы излучаем. Также всегда говорите одну очень важную фразу своим близким, родным людям, которая звучит банально, возможно, но мы о ней забываем. И эта фраза «Я люблю тебя». Эта фраза будет помогать вам дарить дорогим для вас людям положительные эмоции, а также сильные энергии, которые, попадая в их жизнь, будут делать ее счастливее. Эта фраза также будет делать связь между вами и тем, кто для вас имеет большое значение, более крепкой. Поэтому чувствуете, проговаривайте данную фразу, а эффект от нее вы увидите достаточно быстро. Также очень часто в наших семьях происходит следующая ситуация, когда люди могут обижаться друг на друга, когда могут говорить всякие гадости, говорить всякие негативные слова. И очень часто человек, слыша это, начинает лить горькие слезы, начинает попадать в депрессию, у него начинают появляться большие проблемы. Вы должны понимать и то, что таким образом мы с вами учимся, и мы учимся у друг друга. И, конечно же, это очень сложно, когда, например, ваши дети или ваши внуки или ваши родители не понимают друг друга, и возникает какой-то конфликт. И люди начинают говорить, обзывать и так далее. И вот здесь мы с вами рекомендуем одну простую практику. Эту практику вы проводите всегда, когда вот вы чувствуете, что начинается ссора, что начинается скандал между близкими, родными людьми. Даже если вы ни с того ни с сего начали скандал со своей сестрой родной, даже если вы на данный момент не находитесь рядом друг с другом, а, например, переписываетесь через мессенджеры, просто возьмите в этот момент, закройте глаза и скажите следующие слова. Назовите имя человека, с которым вы или ругаетесь, или, возможно, быть ссорой, и скажите: «Божественное создание, все, что творишь, делаешь, говоришь в своей жизни, транслируешь в свою жизнь. Истинно да будет так». И эти же фразы вы можете говорить всегда, когда вы чувствуете, что вы начинаете ругаться со своими родными и близкими людьми. И вы увидите, после того, как вы сможете произнести эти слова, люди, знаете, будут начинать на осознанном уровне понимать, что они делают что-то не то. Также вы прямо сейчас в комментариях к этому видео можете написать эту фразу. Например, у вас сейчас не очень хорошие отношения, или вы ругаетесь, или поругались со своей родной сестрой, с членами семьи, с родителями, с подругой своей лучшей.
Прямо сейчас напишите имя, с кем вы в ссоре или кто вас доводит до горьких слез. И далее скажите «божественное создание». Да, именно божественное создание, потому что каждый из нас действительно архитектор, создатель и творец. И скажите имя, далее божественное создание, все, что творишь, делаешь, говоришь в своей жизни, транслируешь только в свою жизнь. И эти слова действительно помогут вам поменять. Не бойтесь проговаривать вслух все то, что вы желаете. Но главное, относитесь со своим родным, близким людям только с любовью, только с открытым сердцем. И вы увидите, как ваша жизнь будет меняться. Вы знаете, что сейчас очень тяжелое время. И многие люди на эмоциях, под каким-то впечатлением начинают говорить то, что не стоило говорить. Обращайте внимание на эту практику, запишите, обязательно в комментариях пропишите, вы таким даже удваиваете эффект. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами же буквально в следующем видео.